Представьте критический сбой в дата-центре. Из строя выходит контроллер СХД. Система переключается на резервный. Следовательно, данные не потеряны. Но есть нюанс. Производительность массива падает мгновенно вдвое. Время отклика взлетает с микросекунд до миллисекунд. Для тяжелых баз данных, таких как Oracle DB или SAP HANA, подобное падение IOPS равносильно полному отказу в обслуживании. Приложения выдают тайм-ауты, транзакции отклоняются. В результате чего бизнес несет убытки, хотя формально оборудование функционирует корректно. В современных Tier 0 системах любая деградация производительности при сбое приравнивается к отказу. Сегодня стандарт – архитектурный иммунитет. Когда массив сохраняет микросекунды задержки даже при потере большей части контроллеров. Приветствую! В этом видео мы проведем разбор архитектуры High-End SHD. Мы разберем реализацию парадигмы Full Mesh, устройство глобального распределенного кэша и алгоритмы непрерывности. Наша цель – разобрать кейс, который выходит за рамки привычных спецификаций. Сохранение производительности при каскадном отказе 7 из 8 вычислительных контроллеров. Разговор о выживании бизнес-критичных задач, а не сохранении синтетических рекордов из даташита. Как архитектура позволяет скрыть сбой такого масштаба от драйверов MPO на хостах? Поймем это позже. Для начала давайте посмотрим на фундаментальную проблему современных дата-центров. Для понимания требований к современной архитектуре нужно проанализировать уязвимости классических подходов. Исторически системы хранения проектировались вокруг магнитных дисков и протокола SCSI. И хотя индустрия давно перешла на ВМЕ, логика обработки транзакций осталась прежней. Возьмем двухконтрольную модель актив-пассив. Здесь один узел обрабатывает весь стык провода-вывода, а партнер монотонно проверяет пульс активного соседа. Это тотальная неэффективность. Вы оплачиваете дорогостоящие процессоры и память, однако половина ресурсов исключена из полезной работы. А в момент аварии передача управления требует технологических пауз, в результате чего критичные приложения разрывают сессии. Индустрия попыталась решить эту проблему через асимметричный актив-актив, используя спецификации ALUA и ANA. Теперь оба контроллера активны, однако возникла жесткая концепция владельца логического тома. Строгая привязка конкретного лум к определенному вычислительному узлу. Представьте склад, на котором работает два работника. Вы можете подойти к любому, но каждый работник отвечает только за свою половину склада. Если вы подойдете к работнику склада за товаром, который находится не на его половине, работник будет вынужден обращаться к коллеге за тем, чтобы он отдал ему товар из своей половины. В SHD этот механизм называется EU-форвардинг. Запросы поступают на неоптимизированный путь, следовательно, контроллер не может их обработать локально и пересылает владельцу по внутренней шине. Это генерирует нагрузку на интерконнект. Возникают микрозадержки и двойная утилизация процессоров для единичной транзакции, создавая эффект бутылочного горлышка. Истинная слабость симметричной модели ALUA проявляется в момент аппаратного отказа. Как пойдут себя такие системы при аварии? Во-первых, физически отключаются оптические порты. Ваш SAN-коммутатор мгновенно фиксирует изменения топологии. Драйвера MPO на хостах начинают перестраивать таблеты маршрутизации, что вызывает взрывной рост служебного трафика. Во-вторых, рабочий контроллер инициализирует процедуру LUM Trespass. Он перехватывает права на логические тома рабочего соседа. Теперь он один тянет всю нагрузку. В-третьих, отключается кэширование. В нормальном режиме данные зеркалируются в память соседа. Когда он недоступен, массив переводит кэш в режим прямой записи, спасая данные от потери при вероятном отказе последнего узла. Теперь запись идет напрямую на диске, минуя быструю оперативную память, из-за чего задержка возрастает экспоненциально. Если к этому добавляется фоновый процесс реконструкции дисков, центральный процессор мгновенно ловит оверхед. Эмпирические данные показывают падение производительности вплоть до 75%. Чтобы избежать коллапса инфраструктуры, архитекторы ограничивают нагрузку на SHD в нормальном режиме планкой в 40%. Вы покупаете массив на миллион IOPS, но можете использовать только 400 тысяч.
Чтобы разорвать этот порочный круг, конструкторы перенесли в сферу хранения данных подходы из суперкомпьютеров и телекоммуникаций. Базовым решением стала топология Full Mesh – симметричная полносвязанная матрица, фундаментально исключающая лишние транзитные переходы. Но для реализации этой концепции пришлось изменить само понятие контроллера. Монолит разделили на 3 независимых слоя – фронтенд, вычисление и бэкенд, объединив их через пассивный бэкплейн. В слое фронтенда установлены интерфейсные модули FIM, которые полностью отвязаны от вычислительных ядер. Модуль FIM подключается через пассивную панель сразу ко всем контроллерам в шасси по выделенным линиям PCIe. В этих модулях работают специализированные микросхемы ASIC с автономной логикой. Они самостоятельно распределяют нагрузку, анализируя заголовки кадров по line rate без малейшего участия центральных процессоров SHD. Слой вычисления объединяется магистралью из 12 100-гигабитных RDMA каналов. Это обеспечивает суммарную пропускную способность интерконнекта в 1,2 терабита в секунду на каждую корзину. Благодаря протоколу RoCE 2 технология RDMA позволяет одному узлу напрямую писать данные в оперативную память соседа с нулевым вовлечением принимающей стороны. Это превращает кластер в единый вычислительный домен, где разрозненные модули памяти объединяются в глобальный разделяемый пул. Слой бэкэнда построен зеркально. Дисковые полки подключаются к независимым модулям BIM. Это избавляет систему от узких мест последовательного каскадирования, где сбой в одном звене мог парализовать доступ ко всей ветке дисков. Идеальное аппаратное разделение ресурсов было бы полностью бесполезно без кардинально переписанного ядра операционной системы. Жесткая концепция владения томом здесь полностью упразднена. Данные и метаданными мелкими частями распределяются по кэшам всех доступных узлов кластера. Но как найти нужный блок данных в распределенной системе, избежав шторма широковещательных запросов? Для решения этой задачи работает алгоритм балансировки виртуальных узлов метаданных. Когда сервер запрашивает блок данных, фронтенд модуль пропускает логический адрес через детерминированную хэш-функцию. Результат указан на конкретный виртуальный узел, за который в данную микросекунду отвечает определенный контроллер. Данные идут напрямую, минуя транзитные пересылки и лишние задержки. А как архитектура Smart Matrix переносит потери 7 из 8 контроллеров без малейшей деградации сервиса? Этот процесс физически делится на 3 короткие фазы. Фаза первая – аппаратное перенаправление. Когда узлы выходят из строя, чипы на фронтенд модулях фиксируют потерю сигнала по внутренней шине. Но обратите внимание, оптические порты, ведущие к сам коммутаторам, остаются физически активными, свет в кабеле не пропадает. Коммутатор не генерирует уведомления об изменении топологии, следовательно, драйверы MPO на сервере даже не подозревают о проблеме. Чип фронтенд модуля за доли секунды обновляет таблицы и принудительно заворачивает весь трафик на единственный выживший 8-й контроллер. Фаза вторая – переход к тройному зеркалированию. В то время как классическая архитектура ограничена дублированием кэша, здесь система распределяет 3 копии данных по узлам в разных доменах отказов. Благодаря этому матрица сохраняет линейность характеристик даже при каскадном отказе 7 контроллеров. Последний рабочий узел мгновенно обновляет карту метаданных и инициирует дестейджинг кэша на флеш-память. Фаза третья – разгрузка через target offload. Как один уцелевший узел справляется с 100% нагрузкой без падения производительности? Ответ кроется в переносе тяжелых задач на периферийные вычислительные модули. Генеральный директор не моет лично полы в офисе, так и центральный процессор SHD занимается только важными делами. В новой архитектуре применяются интеллектуальные дисковые полки, которые содержат собственные многоядерные ARM-процессоры и локальную память. Алгоритм разделения сервисов делегирует туда всю низкоуровневую рутину. Если диск выходит из строя, реконструкция массива выполняется силами сопроцессоров внутри полки, а сборка мусора и трансляция адресов происходит прямо на контроллерах самих SSD. Оставшийся рабочий узел освобожден для критически важных высокоуровневых задач: логической оркестрации протокола VME, управления глобальными чередями ввода-вывода и дупликации. Благодаря этому разделению труда мощности одного узла хватает для удержания слоя
Смещение фокуса аппаратной надежности на уровень бэкэнда требует новых подходов к самим флеш-накопителям. Диски объемов 15 или 30 терабайт делают классический RAID 6 на таких системах слишком рискованным. Долгое восстановление экспоненциально повышает шанс каскадного сбоя. Поэтому применяют избыточное кодирование RAID-TP, аппаратно генерирующее 3 независимых столбца контрольных сумм. Это гарантирует доступность данных, даже при одновременном отказе 3 дисков, сохраняя стабильный latency для систем. Чанковая архитектура RAID 2+ позволяет достичь скорости ребилда в 1 терабайт за 15 минут. Это достигается за счет многопоточного восстановления. Для чтения и записи чанков задействован весь массив, а не пара дисков. Но существует еще одна неочевидная угроза флеш-массивов. Классические алгоритмы выравнивания износа стремятся продлить жизнь накопителей, равномерно распределяя циклы записи по всей полке. Парадокс заключается в том, что если все диски стареют строго синхронно, они выйдут из строя практически в один день, уничтожив данные. Чтобы избежать этого фатального сценария, применяется алгоритм глобального антивыравнивания износа. При достижении критического порога деградации всей группы, система принудительно направляет запись на один диск, вызывая его контролируемый выход из строя. Да, мы осознанно жертвуем одной пешкой, чтобы не потерять всю партию. Это прагматичная логика управления износом. Способность системы обрабатывать до 100 миллионов транзакций при задержке в 30 микросекунд – это прямой результат полного исключения накладных расходов старых протоколов. Он исследует стек SCSI, объективно уже не работает для современных высоконагруженных задач. Часто задача со сквозным end-to-end NVMe. В отличие от SCSI с единственной очередью блокировок, протокол VME аппаратно поддерживает более 64 очередей ввода-вывода. Внедрение умных карт на базе ТПУ стало логичным шагом. ТПУ здесь работает как выделенный таможенный терминал. Он проверяет и перенаправляет пакеты в обход центральной магистрали, оставляя ресурсы узла для логики, а не для обслуживания трафика. Закон нам дал неумолим. Накладные расходы на ввод-вывод быстро съедают ресурсы даже самых мощных ядер. Модуль ДПУ физически изолирует тяжелый поток данных от потока управления. Чип перехватывает массивные потоки клиентского ввода-вывода прямо на порту интерфейса, после чего отправляет их по RDMA напрямую в глобальный разделяемый кэш. Вычислительные ядра узлов полностью освобождены от низкоуровневой обработки трафика. Их ресурс направлен на интеллектуальное управление метаданными и оркестрацию онлайн-сервисов. При этом тяжелая математика, вычисление хэшей и сжатие данных полностью вынесены на специализированные FPGA и аппаратные ускорители. Подобная разгрузка центральных процессоров дает двухкратный прирост производительности на той же аппаратной платформе. Но абсолютная отказоустойчивость внутри одного шкафа не спасает инфраструктуру от глобальных проблем в СОДе. Поэтому логика Full Mesh надежно растягивается между удаленными дата-центрами через концепцию бесшлюзового актив-актив кластера Hopper Metro. В отличие от устаревших решений, требующих внешних промежуточных виртуализаторов, создающих задержки, здесь распределенный кластер глубоко встроен в ядро. Глобальный кэш работает синхронно на двух площадках. А при деградации магистральной оптики система координации мгновенно переключает репликационный трафик. Переход в Storage Fabric означает смену парадигмы. От закрытых систем мы идем к распределенному пулу ресурсов. Вместо монолитного дизайна масштабируемая сетка узлов, где физически невозможна единая точка отказа. Эпоха традиционных монолитных двухконтроллерных СХД заканчивается. Высоконагруженная инфраструктура не прощает компромиссов. Преодоление физических барьеров производительности требует полной аппаратной развязки. ДПУ освобождает контроллер от сетевой рутины на входе. А интеллектуальные полки забирают на себя математику RAID на выходе. Современный high-end СХД перестала быть просто хранилищем блоков. Это автономная система с доказанной отказоустойчивостью. Она сохраняет стабильную производительность даже при катастрофических отказах, гарантируя работу критической инфраструктуры без пауз и деградации. Выбирайте архитектуру, готовую к катастрофическим отказам, а не просто к работе в штатном режиме. До встречи!